Доброго всем времени суток! Скоро Пасха, и все мы в поисках интересных способов окрашивания яиц. Одним из самых любимых был, есть и будет способ окрашивания луковой шелухой. Сегодня я поделюсь с вами идеями, как можно в одно окрашивание получить разные рисунки. И вы сможете выбрать какой-то один из них, или же покрасить несколькими. Все они очень красивые. Примерно 3 горсти луковой шелухи или 100 грамм хорошенечко промыть и залить горячей водой. Поставить на огонь и довести до кипения. После того, как вода закипела, убавить огонь, установить среднее значение и варить смесь 40-50 минут под крышкой, после чего воду выключить и полностью остудить полученный раствор. Яйца для окрашивания нужно достать из холодильника заранее, чтобы они были комнатной температуры. Когда мы их опустим в раствор в остывший, температура должна совпадать, чтобы яйца не полопались. Первый способ, которым будем окрашивать яйца, это будем обматывать их нитками. Я буду использовать 2 размера ниток. Вот такие вот у меня вязальные нитки. И затем более тонкой нитью, в свободном таком беспорядке, наматываем поверх толстой нити. Затем завязываем узелок и срезаем лишнее. Следующий рисунок сделаем из ленты. Лента может быть любой ширины, потоньше, потолще. И затем завяжем ленту вот таким еще образом. И затем завернем яйцо в марлю. Плотно затягиваем и плотно заматываем ниткой. Следующий способ будем окрашивать при помощи тюля. То есть у меня вот такой кусочек, он с рисунком. Выкладываем сюда яйцо, концы поднимаем вверх. Плотно стягиваем. Интересный способ можно сделать при помощи вот таких вот канцелярских закладок. Наклеиваем их в свободном таком порядке. Затем закладки вот таким образом сложить и обмотать нитками. С эффектом неровности можно окрасить яйца при помощи фольги. Для этого сворачиваем ее в треугольник, кусок фольги, и вырезаем на ней разные фигурки, так как делаем снежинки. Затем фольгу развернуть, выложить яйцо и скомкать ее как можно более неровно. То есть, чтобы вот такие бугорки остались и неровности. Но однако, чтобы она довольно плотно прилегала к поверхности скорлупы. Следующее яйцо мы окрасим при помощи риса. Опускаем яйцо в воду. Выкладываем рис на салфетку. Салфетка такая вот тряпичная. Можно использовать либо марлю, либо капрон. Смоченное яйцо обвалять в рисе как можно плотнее. Затем выложить на рис и сверху еще тоже обсыпать, чтобы получился плотный слой. Затем собрать концы салфетки кверху и распределить рис по всему яйцу. Стараться натянуть салфетку поплотнее, затем ее закрутить и можно затянуть резинкой, либо связать ниткой. Для следующего способа нам тоже нужна будет салфетка. Смочить яйцо и выложим на него цветочки. Можно также листики сделать и затянуть салфетку кверху. Затянуть ниткой. Еще один способ окрашивания — это использовать не живые растения, а уже такие засохшие. Выкладываем на листик, к примеру, и лепестками выкладываем. Можно розы использовать, либо какие-то другие цветы. И также плотно затягиваем нитью. И покажу еще 3 способа, как сделать мраморное окрашивание при помощи луковой шелухи. Часть луковой шелухи высыпаем на салфетку. Это порезанная у нас шелуха мелко. Яйцо смачиваем водой и обваливаем в шелухе. Затем поднимаем концы вверх, распределяя шелуху ровно, и плотно завязываем. Распределяем ее здесь ровненько. Завязать можно ниткой, либо затянуть резинкой. Это мы использовали сухую шелуху, а теперь возьмем шелуху, которая у нас настоялась уже в растворе, и вот таким образом оборачиваем яйцо. Стараемся брать более короткие такие фрагменты, чтобы окрашивание получилось более красивым. А если же нам взять яйцо и также нанести на него луковую шелуху, которая уже настоялась, и без салфетки просто затянуть нитками, то рисунок будет другой.
Итак, у нас получилось 11 яиц и будет 11 разных рисунков. У меня уже остыл и настоялся раствор луковый. Сейчас опускаем сюда яйца вниз. Таким образом, чтобы луковая шелуха оказалась вся сверху. Чтобы яйца не лопнули при варке, отправляем сюда ложку соли и ставим на огонь. После того, как луковый настой у нас закипит, убавить огонь до среднего и варить яйца, как обычно варите вкрутую, 8-10 минут. Потом огонь выключить и оставить окрашиваться минут на 40-50. Яйца будут окрашиваться и постепенно остынут. Все рисунки получились яркими, красочными, очень красивыми и не похожими один на один. Сейчас яйца уже, с них высохла вода, и можно их обработать маслом. Можно протереть их ватным диском или же просто смочить руки маслом и вот таким образом их обвалять в руках. Затем отполировать каждое яйцо салфеткой. Вот такие интересные и красивые рисунки мы получили, используя в окрашивании лишь луковую шелуху. Если пофантазировать, то наверняка можно найти еще подручные материалы, благодаря которым на яйцах можно создать и другие картинки. Экспериментируйте, творите, и пусть у вас все получится. Если вам понравились наши идеи, поддержите нас, пожалуйста, лайками. Поделитесь своими вариантами в комментариях. Посмотрите наши плейлисты, там вы найдете и другие интересные способы окрашивания яиц. А я сегодня с вами прощаюсь, до новых встреч, всем пока!